Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals Zero Hour. Карта Tiny Tactics, слева под синим цветом Фарго, классическая армия Китая. Справа под красным цветом Бойко, стандартный генерал Гла. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, а также подпишитесь на телеграм-канал. Ну и можете поддержать выход новых видео донатом, все ссылки вы найдете в описании под видео. Два выдающихся эксперта, два заклятых соперника сошлись в поединке во вселенной Generals Zero Hour. Воистину топовая игра нас с вами ожидает. Несмотря на исход этой битвы, напишите в комментариях, кому вы больше симпатизируете, кому, по вашему мнению, нужно отдать предпочтение, Бойко или Фарго. Посмотрим, кого из нас больше. Ну что, Глашник, два саплая, военный завод пока фейковый, есть казарма, естественно, позиционка, сверху также норка здесь дается. Тут, напоминаю, есть бункеры на этой карте рядом с этим ресурсным доком. Снизу две вышки есть у Глашника, и также две вышки, естественно, есть у китайца. У нас карта зеркальная все-таки. Три саплая от китайца, есть военный завод, казарма и, конечно же, электростанция. Ну а куда без энергии? И казарма сверху под тот самый бункер. Ну, видимо, пехотинцев сюда будет Фарго садить, а потом выходить на этот самый док снабжения. Рабочий побежал от Бойки, тут ракетчик. И, кстати, можно попробовать-то успеть в этот бункер сесть и помешать планам Фарго. Но Фарго, наверное, все-таки будет побыстрее здесь, хотя он никак не реагирует. Но, тем не менее, все-таки Фарго оказался здесь попроворнее и своего ракетчика посадил. Дракон через центр. И начинается захват. Захват артиллерийской платформы и захват вышек. Поставил стационарный гатлинг Фарго, а дракон добирается уже до границ базы Бойки. Но тут есть танк Скорпион. А тут тем временем очень классная техничка, которая просто блокирует ресурсный центр. Техничка с ракетчиками, и бьются саплтраки. Хоть и эти ресурсные центры заминированы, а саплтраки-то нет. Их можно подходить и бить. И как раз получается, что два саплая блокированы, и только вот на одном ресурсном центре сейчас живет Фарго. Здесь тем временем норка от Бойки, перестрелка с ракетчиками. На центре дракона, но они натыкаются на Скорпион, который прекрасно с ними справляется. Тут еще и сзади норк помогает. Ну и здесь, слушайте, норка есть. Она строится, но не дают ее построить. Минус рабочий, и с помощью ракетчиков и двух красногвардейцев, по всей видимости, этот каркас норы закроется. Минус танк дракон, пост пошел вперед, вышел квад. Бойко также захватил вышки. Ну и пост надо вскрывать бы. Квадно получал сильно. Нужно чем-то помочь. Ракетчиков бы тут бы добавить как-то. Не помешало бы во всяком случае. Ну и бьется ресурсный центр. Это был четвертый, на секундочку, от Фарго. Ну и его хотел уничтожить Бойко, но Фарго его просто распродал. И выходит Хеликс. Поставил Фарго филд. Восстанавливает ресурсный здесь. Техничка с ракетчиками долго, конечно, пробивала. Ресурсный центр, один из них, видимо, даже уничтожила. Но Фарго восстанавливается. Вот здесь, правда, потеря, конечно. И Глашник дает вторую норку. И как бы подойти сюда вновь, начать добывать уже проблема целая, мне кажется, для Фарго. И он своим, кстати, постом отступает. Слушайте, обратно. Обратно на базу, сохранил его и поехал Бойко в атаку. Пробивает гатлинг, минус дозер, здорово. Ну и на пути вышки. Вышки либо перехватывать, либо уничтожать. По всей видимости, Бойко собирается перехватить эти самые вышки. Ставится гатлинг. Был минус дозер, напоминаю. Тут каркас норы, но гатлинг пошел вперед. И мне любопытно. А вот второй. То есть в 3 дозера был старт от Фарго. На данный момент у него есть еще 2 дозера. Но тут квады. Вышли квады, 2 штуки. Тут еще и дозер наполовину каленый. И минус остается только один. Не дали построить гатлинг, разжигает стена огня, еще норку дает Бойко, перехват вышек, вновь каркас норы, слушайте, может норка все-таки-то состоится, но есть пачка у Фарго, а здесь Хеликсы. Хеликсы прилетели, опасается Фарго, аккуратно подлетает сюда к этим норам, ну и минус каркас, разжигает стена, не дает рабочим подойти. Танк-дракон. Здесь попытался Бойко перехватить, да не дали, танк-дракон пришел. Разжигает, и норку также построить не удается. Минус рабочий, минус квад, и Бойко отстоял свои вышки. И мне кажется, надо строить командный центр. Но Фарго с этим не согласен. Он приехал своим дозером ставить саплай, по всей видимости, да.
Но достаточно так интересно разжигается сейчас стена огня, просто собственный сапплай. Сейчас еще и саплтрак выйдет, сейчас же спалишь его фаргу, ну как же так, какая-то такая, то ли ошибка, я даже не знаю, как это назвать. Саплтрак, кстати, спас. Сапплай распродает, сюда квады с ракетчиками подошли. Тут танк Скорпиона, а это последний дозер. И неужели сейчас доберется Бойко до последнего дозера Фарго? Пробивается танк Дракон, но надо бить дозер. Бойко, бей дозер! Дозер бей, уничтожай! Уничтожай, танк Дракон пытается справиться. Дозеру остается всего ничего, Фарго спасай! Спасай, хеликсы полетели. Здесь квады с ракетчиками и дозер, все. Дозер, все, Скорпион был также уничтожен и остался Фарго без строителей к 6-й минуте игры. Да и пачка здесь такая достаточно увесистая, и Бойко выходит в сапплай. Бойко выходит в сапплай, но здесь хеликсы пришли и будут бить вышки, по всей видимости, сейчас Бойке. Минус нора, правда ее надо до конца бы закрыть, минус одна вышка. Минус вторая, по всей видимости. Здесь рабочий, есть драконы, можно рабочего отменить. Да и здесь позиции Бойки-то очищены. Тоже куча драконов, а вот нора до конца не закрыта. Надо бы закрывать. Через дракон надо закрыть. Квады пошли. Хеликсы уходят, ну и все. Что мы видим на базе? Есть казарма, есть каленый сапплай, электростанции, еще один есть сапплай, военный завод, филд, третий ресурсный центр и все. И это все, что есть сейчас у Фарго. В целом, не все так и плохо. Есть еще две вышки, напоминают. В экономическом плане все очень даже интересно. Все даже очень хорошо, я бы сказал бы. Кстати, еще есть нефтеперерабатывающий завод, который дает скидку на юниты. Минус ракетчики. Глашник теряет свои юниты. Тем временем танк Дракон пришел. Следом за ним второй. Нора восстанавливается. Здесь квады, танки Скорпионы вышли. И дракон можно закрывать. Хеликсы пошли. Здесь еще драконов добавляет Фарго. Пост есть, гатлинги, здорово. Хорошая армия на самом деле. Бойко вовсю качает. Ставят дворец, у него 3 военных завода. Нефтепереработку, правда, не захватывает. Ну и дефается сверху, ставят стингера. А здесь тем временем хеликсы натыкаются на пачку квадов. Зачем? Зачем Фарго? Почему ты не увел? Почему ты не увел? Еще и издалека привел еще один хеликс. Просто на погибель, но он тут на лоу хп выживает, а я бы на месте Бойки бы вывел бы квад. В итоге выводит ракетчиков, и хеликс последний закрывает. Зачем, Фарго, ты это сделал? Просто не понимаю, просто на ровном месте 5 хеликсов сливает. Ну зачем? Здесь есть пост, Фарго, отработай танк Скорпион. Дракон просто так отдал сейчас, можно было бы отработать. Неужели волнение? Да навряд ли, у такого бойца как Фарго, наверное, волнением давно уже и не пахнет. Танк Дракон пошел вперед. Следом за ним второй, он немного левее. Кстати, можно попробовать еще мигами поиграть, почему бы нет. Но отдать так хеликсы, это, конечно, печаль, беда, я бы сказал. Разжигается стингер. Здесь нора. Еще один танк Дракон и вновь хеликсы. И вновь квады. Но здесь уже Фарго контролирует, улетает. Минус нора, хеликсы на месте. Вот тут рабочий интересный от Бойки забегает. И здесь дракон, слушайте, от Фарго хорош. Он рабочих, по крайней мере, прожег. Да, дракон потерял, но рабочих прожег. Не всех, но какое-то количество. Даже ракетчикам, по-моему, досталось. Снизу тем временем пост дракон стоят, дежурят. Здесь дракон также есть на коробках, поэтому тут как бы Бойко пока ничего сделать не сможет. Надо армию побольше подкопить. Здесь тем временем ракетчики садятся в дворец и ставится черный рынок пока через фейк. Ну, в целом-то, кстати, атака. Атака, стена огня. 1-2 дракон работают. Хеликс пропаганды, драконы подхиливает. Ну и минус 1 хеликс с ракетчиками. Хеликс бы поближе бы подвести, мне кажется. Но тут квады будут мешать. Вновь драконы идут. Во сколько сапплаев копает Бойко? Ну вот осталось у него 3. Вышек нет, напоминаю. А вот у Фарго вышки есть. И строится норка слева, слушайте, в аккурат под НПЗ. Здесь Фарго здорово разжигает, не дает Бойке добывать. И пошла авиатака, наверное, так это назовем. Миги прилетели и просто пробили здесь. Плюс еще и дракон помогает. Просто жесть, что происходит. Очень много пламени сейчас. Кстати, захватил Бойко себе артиллерийскую платформу, но Фарго ее уничтожает. И просто сейчас 2 дракона с напалмом будут тут центр перекрывать. Ну и здесь добывать не дает Фарго. Также 2 дракона работают. Но есть Скорпион с грейдом на ракеты. Можно уничтожать. Но есть хеликсы. Фарго наспамил хеликсов. Норку почти добил, но полетел дальше. Боялся, возможно. Тут ведь еще есть 2 норы, причем
одна из них в стелсе. Но вот эта норка, что же из нее выползет? Вот это интересный вопрос. А вот вторая строится. И стелсит Бойко, есть у него деньги на это дело. Контролирует этот момент, и уже раз, два, три, 4, 5, 6, 7 драконов идут. Ну вот -1. Ну и плюс миги в воздухе. Вот эту норку бы убить, тут можно миги потерять. Танк дракон, дракон под снос, по всей видимости. Большая пачка есть сейчас у Бойки, но он не отбивается абсолютно на базе. Саплай распродается. Норы теряются, позиционки все меньше и меньше остается. И вновь пошел дракон на эту нору. Вот здесь бы рабочих было бы неплохо восстановить. А что там у Бойки, кстати, по ресурсам? Один саплай распродается, здесь добывать уже нечего. И здесь ресурсы кончились, надо саплтраки гнать на дальняк. Вот еще есть коробки, есть еще 2 вышки. У Бойки вышек нет, и минус НПЗ. Ракетчики просто ее уничтожают. Драконы идут вперед на пути казарма. Слушайте, а Бойко терпит. Несмотря на то, что у Фарго кончились деньги, у него нет дозеров. Бойко-то терпит. Почему-то он не предпринимает никакой попытки вообще атаковать, хотя было бы неплохо. Он может подрыв какой организовать, там филд убить, военный завод, уже куда проще было бы. И хеликсы поперли. Драконы пошли. Добраться бы до бункера. И добирается танк-дракон. Хеликсы, -1, потери есть. Здесь тем временем базу Бойки поджали. Минус казарма. Сейчас Бойко не может строить норы, по всей видимости, если там нет второй. Нету второй казармы. Бойко не может строить позиционку. Да, пробил здесь Фарго, но потери есть. И драконы были потеряны, и Хеликс был потерян. Но вот здесь Фарго наконец начинает реагировать. Потерял, правда, нефтеперерабатывающий завод, но прожег одну из нор. Но есть вторая. Здесь дракон стоит, дежурит. А можно было бы его на военный завод попробовать отправить. Почему бы и нет? И Хеликсы. И Хеликсы норку закрыли, но там вторая. Улетай, Фарго, да что ж такое? Вновь потери воздушных юнитов. И так плохо он их теряет. Вот не хочу сказать, что бездарно. Кстати, еще на центре ведь есть на этой карте ресурсы. Саплтраки катаются на дальняк. Ну вот еще 4 штуки. Ну отправляй их на коробки. Ну что они просто так стоят? Ну, видимо, ну я не знаю, ну не может быть волнения у Фарго, мне кажется, уже. Он уже, проще сказать, собаку съел в этой игре. Ну, такое будет немножко сленговое выражение в какой-то степени. И 4 дракона на центре стоят и ничего не делают. А надо шевелиться, Фарго, надо. Ведь у тебя очень мало денег. Ну и у Бойки ситуация, так скажем, хреновая на самом деле. Вот по-другому ты и не скажешь. Тут надо попытку какую-то атаки предпринимать. Вот здесь дракон хотел отработать норку, но она живет по-прежнему. Мне кажется, надо идти атаковать. Надо идти атаковать. А вот чем при этом, при всем потом будет отбиваться, тоже вот интересный вопрос. Дракон пришел, будет норку жечь. Базу жгут, база горит, хеликсы в воздухе отрабатывают. Бойко! Ну, Бойко, ну проснись, ну ты же практически уже все сделал для того, чтобы победить. Ну как же так? Хеликсы бьют черный рынок. Драконы сжигают военные заводы. Позиционки все меньше и меньше. До квада бы добраться. Там, кстати, ракетчики, насколько я знаю, есть в этом дворце. Один из заводов минус. Второй также сжигается. Бойко пытается его продать, но этого не дают сделать. Хеликсы это все живые. Минус нора будет сейчас. И все, и на базе осталось 2 норы и дворец. Бойко перестраивается, ставит стингеры. Тут 2 саплая работают. Но хеликсы идут, а тут контратака пошла наконец-то. Минус хеликс. Бьется филд. Распродается Фарго, по всей видимости, хочет какую-то часть денег себе вернуть. Но филд уничтожен, драконы пошли. Хеликсы также работают. Господи, что происходит на карте? Куча ракетчиков. Здесь тем временем там дракон. Дракон минус. Квадов надо гнать вперед. Бить саплай, бить военный завод. Здесь тем временем хеликсы продолжают работать. Драконы жгут. По саплаю бьет. Слушайте, а ведь сейчас, если вот этот саплай упадет, это все рабочее. А ну вот есть 2 рабочих. Кстати, военный завод восстановлен. Минус военный завод, я так полагаю. Тут хеликсы идут. Надо отбиваться. Надо отбиваться. Хеликсы без потерь. Без потерь, Фарго. Без потерь отбился. Вообще все хеликсы живы. Еще и миги остались тут в воздухе. Я не знаю, они вообще заряжены. Они заряжены, да, нет филда, больше их не посадишь. И драконы-то идут. Военный завод жив. Саплтраки гоняют на дальняк саплая, а у Бойки нет. И у него осталось 3 здания. 3 здания, и нет денег на то, чтобы построить саплай. Боже мой, ну неужели, а? В такой просто тяжеленной ситуации Фарго вытаскивает. Похоже, что вытаскивает. Минус квады.
Боже мой, так тут, ну буквально, да, чуть-чуть, и все, и Бойко сдался. Все, Бойко сдался, Фарго вытянул. Фарго вытянул эту игру, просто великолепие. Это что-то невероятное, это, ну, действительно, воистину топовая игра. Я очень счастлив, что я это увидел. Фарго, поздравляю с победой. Бойко, старайся лучше. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарий, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал, подпишитесь на группу ВКонтакте CNC Series и заходите на сайт Game Replays. Ну а с вами был Алекс. Играйте в генералы.